Привет! Давайте быстренько вспомним, как Хан Ли начинал свой путь в секте Дао Пылающего Дракона. Итак, в чем суть? Хан Ли приходит в очень могущественную секту в поисках знаний о законах времени. И его первые шаги там, они определят вообще все его будущее. Во-первых, его попытка вступить в секту как старейшина, скажем так, проваливается. У Хан Ли есть жетон Пылающего Дракона. Это такой пропуск. Но на проверке способностей он специально скрывает свою настоящую силу. В итоге старейшины считают его посредственным. Во-вторых, происходит резкий поворот. Пока Хан Ли остается в тени, его спутница Бай Суюань оказывается настоящим гением. У нее обнаруживают легендарное бессмертное телосложение лунного света. Ее тут же берет в ученицы одна из правительниц секты, лорд Дао Юнь, а Хан Ли назначают обычным служителем. И, наконец, мы понимаем его настоящую цель. Несмотря на свой низкий статус, он вообще не унывает. Он сразу идет в хранилище знаний секты и тратит почти все свои стартовые очки на покупку первого уровня одного писания. Писание о законах времени, которые, как говорят, никто никогда не мог освоить. Так что, заполучив доступ к этим знаниям, Хан Ли начинает свой путь с самой низкой ступени. И его, конечно же, все полностью недооценивают. А теперь слушаем дальше. Глава 191. Слуги. Взмахом запястья в руке Фан Джуаня во вспышке золотого света появился круглый золотой значок размером с ладонь. Значок был усеян рунами и был сделан из того же материала, что и металлические решетки. Он пропел короткое заклинание, одновременно делая печать рукой другой рукой, и все духовные узоры на золотом значке мгновенно загорелись, после чего он выпустил луч золотого света прямо на одну из металлических решеток на стене. Слой духовного света, окутывающий решетку, на мгновение заколебался, как вода, после чего из стены вылетела небольшая металлическая коробка и приземлилась в руки Фан Джуаня. Он приложил свой золотой значок к коробке, и та тут же засияла ярким золотым светом, образуя сферический световой барьер, который окутывал всю коробку. Хан Ли видел, как по световому барьеру постоянно мелькают золотые руны, подобно ряду миниатюрных золотых драконов, испуская при этом чрезвычайно своеобразную ауру. Спустя мгновение сферический световой барьер внезапно исчез, как и золотой свет, исходящий от коробки. Сразу же после этого коробка медленно вернулась в решетку на стене, где была снова запечатана во вспышке духовного света, и только золотой значок продолжал парить в воздухе. Коробка не открывалась на протяжении всего этого процесса. Казалось, что, хотя Фан Джуань был старшим служителем, наблюдающим за этим местом, даже он не мог открыть коробки, в которых хранились писания. Вместо этого, похоже, самое большее, что он мог сделать, это скопировать содержимое писаний. Фан Джуань взял значок старейшины Хан Ли и приложил его к своему круглому металлическому значку, а затем пропел заклинание. Оба значка одновременно вспыхнули, а затем быстро вернулись в нормальное состояние. Хорошо, очки заслуг в значке уже вычтены, а ваша аура кровяной эссенции также записана этим значком духовной записки. Вы будете единственным, кто сможет получить доступ к искусству культивации, записанному внутри. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь скопировать содержимое внутри, иначе вам придется понести последствия, предупредил Фан Джуань, передавая оба значка Хан Ли. Спасибо, старейшина Фан, кивнув, ответил Хан Ли, принимая пару значков. Именно в этот момент в зал вошел еще один человек, крича. Старший боевой брат Фан Джуань явно был очень хорошо знаком с этим человеком, и он с улыбкой поприветствовал его. А младший боевой брат Гоу. «Давно я тебя не видел. Чем я могу тебе помочь сегодня?» Хан Ли был весьма озадачен, увидев это. По всей видимости, это было обычным явлением, но в его глазах это было очень странно, поскольку мужчина с фамилией Гоу был культиватором стадии истинного бессмертного, так почему же он обращался к культиватору Великого Вознесения, такому как Фан Джуань, как к своему старшему боевому брату Фан Джуань, казалось, заметил недоумение в глазах Хан Ли, и по его лицу промелькнул намек на уныние. «Похоже, у вас гость, так что я не буду больше отнимать ваше время, старейшина Фан», сказал Хан Ли, сложив кулак в прощальном приветствии. «Прощайте, старейшина Ли. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете вернуться в любое время», кивнув, ответил Фан Джуань. Хан Ли все еще был немного озадачен, поглаживая свой подбородок, а затем слегка кивнул двум мужчинам, прежде чем уйти. Покинув дворец передачи заслуг, он изначально планировал вернуться прямо в свою пещерную резиденцию на пике Багрового рассвета, но ему внезапно пришла в голову мысль, и вместо этого он направился в ближайший зал телепортации. Долина Духов Рогоза находилась в самом западном регионе горного хребта Колокольного Звона, и это была огромная долина в форме рога, зажатая между двумя боковыми горными хребтами, простирающимися на юг.
Здесь росло растение под названием рогоз духовной травы, которое было способно собирать изначальную цимира в небольших количествах, отсюда и название долины. Благодаря особым свойствам рогоза духовной травы его часто использовали для плетения футонов, и для культиватора низкого уровня наличие такого футона значительно повышало бы скорость его культивации. Конечно, все рогозы духовной травы в долине считались собственностью секты, и ученикам было строго запрещено собирать их без разрешения. Эта долина была довольно особым местом в Дао Пылающего Дракона, поскольку ученики внешней секты, участвующие в десятилетних испытаниях внутренней секты, обычно собирались здесь, а затем старший служитель отводил их в зоны испытаний, такие как лес таяния снегов. Только ничтожно малое количество людей могло пройти каждое испытание, чтобы стать учениками внутренней секты, а остальные либо погибали во время жестоких испытаний, либо выходили из них израненными, чтобы продолжать служить обычными учениками внешней секты. У каждого ученика внешней секты была только одна возможность принять участие в испытании за всю свою жизнь, поэтому, если они проваливались, это означало, что статус ученика внутренней секты был навсегда недосягаем. Большинство этих учеников внешней секты, которые прибыли со всех концов континента Древнего Облака, на самом деле обладали приличными способностями, считаясь вундеркиндами в своих кланах. В противном случае их бы даже не выбрали в ученики внешней секты Дао Пылающего Дракона. Провалившись испытания внутренней секты, эти ученики внешней секты, естественно, не желали просто бросать культивацию, поэтому подавляющее большинство из них выбирали подписание контрактов во Дворце Духов Рогоза, надеясь, что они привлекут внимание одного из истинных бессмертных Дао Пылающего Дракона и им посчастливится стать его слугой. В их глазах возможность стать слугой истинного бессмертного была огромной возможностью, которая подняла бы их на совершенно новый уровень. Если бы истинный бессмертный, которому они служили, даровал им некоторые ресурсы для культивации, то вполне возможно, что для них было бы сделано исключение, и они были бы приняты в ученики внутренней секты в какой-то момент в будущем. Однако у подавляющего большинства истинных бессмертных уже были свои слуги, и большинство из них предпочитали выбирать людей из своих собственных кланов. Следовательно, очень немногие из них приходили в долину Духов Рогоза. Конечно, у женщин-культиваторов с исключительной внешностью было больше шансов быть выбранными, чем у других. Тем не менее, всякий раз, когда становилось известно, что в долину собирается прибыть истинный бессмертный, бесчисленное количество учеников все равно стекалось в долину, чтобы попытать счастье. В этот момент в долине уже собрались тысячи людей, и с каждой секундой прибывало все больше и больше. Не так давно старший служитель Дворца Духов Рогоза только что объявил, что скоро прибудет истинный бессмертный, чтобы выбрать себе слуг, и именно по этой причине присутствовало так много учеников внешней секты. Долина была усажена зарослями рогоза духовной травы, которые находились на расстоянии не менее 300 метров друг от друга. Эти травы имели толстые и крепкие стебли и листья, напоминающие мечи, и на каждой заросли стояли или сидели десятки или даже более 100 культиваторов в серых одеждах. Казалось, что каждая заросль рогоза духовной травы была отдельным кругом, четко отделенным от всех остальных. Подавляющее большинство этих людей были на стадии заложения основ или стадии формирования ядра, но, конечно, было также немало учеников стадии зарождающейся души. Даже ожидая прибытия истинного бессмертного, они все еще медитировали, не желая терять ни минуты, которую можно было бы использовать для культивации. У входа в долину в толпу вошел молодой человек в серой одежде с честным видом, которому на вид было около 20 лет, с нефритовым кулоном в форме полумесяца, висящим на поясе, в сопровождении 3 товарищей. Толстяк с круглым лицом из этой троицы повернулся к молодому человеку с честным видом и предложил: «Юнгбэй, мы должны найти место, где нас будет легче увидеть. Таким образом, у нас будет больше шансов быть выбранными». Лучшие места у входа в долину уже были заняты группами, возглавляемыми учениками стадии зарождающейся души, и глубже в долине оставалось лишь несколько свободных мест. Молодой человек с честным видом кивнул в ответ, а затем указал на ближайшую заросль высотой более 30 метров и сказал: «Похоже, там есть место». Однако, как только он ступил на заросли, его встретил сильный толчок плечом, который заставил его споткнуться в сторону, и он обернулся, чтобы увидеть крепкого молодого человека, сложенного как кирпичная стена. Ну и ну, неужели это молодой господин Юнгбэй? Снова пришел побороться с нами за место. Усмехнулся крепкий молодой человек. Руки молодого человека с честным видом тут же сжались в кулаки, но в итоге он предпочел не отвечать. Крепкого молодого человека перед ним звали Сунь Буджен, и они были родом из одной сельской местности, а именно из нации конца веков. Клан Мэн, которому принадлежал Мэн Юнгбэй, когда-то был кланом культиваторов, который контролировал страну из-за кулис, в то время как Сунь Буджен был членом императорской семьи нации конца веков. Когда они оба были детьми, они были очень близкими друзьями. Однако позже клан Сунь был свергнут во время революции, а клан Мэн примерно в то же время подвергся нападению со стороны иностранной силы культиваторов, в результате чего пришел в упадок. Настоящее имя Сунь Буджена было Сунь Хао, и он всегда думал, что его страна пала из-за бездействия клана Мэн, поэтому у него развилась чрезвычайно глубокая обида на клан Мэн. В результате, после того, как он воссоединился с Мэн Юнгуем в Дао Пылающего Дракона,
он стал считать своего бывшего друга заклятым врагом. Вначале Мэн Юнгуй пытался объяснить Сунь Буджену, что произошло, но тот отказался слушать, поэтому Мэн Юнгуй в конце концов сдался. Всякий раз, когда он сталкивался с провокациями Сунь Буджена, он всегда предпочитал сглаживать конфликт, но это только еще больше злило Сунь Буджена. «Пойдем куда-нибудь еще», — сказал Мэн Юнгуй своей свите, а затем направился к другой ближайшей заросли. «Мэн Юнгуй, ты мужчина или нет? Ты всегда съеживаешься, как черепаха, и это меня бесит», — взревел Сунь Буджен. Он не пытался говорить тише, и все ближайшие ученики тут же обратили внимание на ссору. Среди них был обычный на вид молодой человек довольно высокого роста. Он стоял на большой заросли с несколькими другими учениками внешней секты, сидящими небольшими группами неподалеку, в то время как он был единственным, кто был один. Этим человеком был, естественно, никто иной, как Ханли, который только что прибыл из Дворца передачи заслуг. Вместо того, чтобы идти прямо к старшему служителю Дворца Духов Рогоза, чтобы выбрать себе слуг из списка имен, он решил войти в долину и посмотреть сам. Несмотря на то, что выбор слуг был всего лишь пустяковым делом, он все же не хотел рисковать тем, что другие подсадят к нему шпионов. Он подавил свою собственную ауру до стадии формирования ядра, поэтому никто не обращал на него внимания, считая его просто еще одним учеником внешней секты, который пришел попытать счастье. Он взглянул на приближающегося Мэн Юнгуя, а затем быстро отвел взгляд. Именно в этот момент впереди раздался холодный голос. «Все проваливайте». «Я занимаю это место», голос принадлежал угрожающего вида мужчине средних лет, которому на вид было около 40 лет, и его сопровождали двое культиваторов, мужчина и женщина, которые явно считали его своим лидером. Мужчина был культиватором поздней стадии формирования ядра, поэтому его база культивации определенно выделялась среди многих ближайших культиваторов того же уровня. Заросль, на которой находился Хань Ли, была занята в основном культиваторами ранней стадии формирования ядра, поэтому, несмотря на свое нежелание подчиняться, им ничего не оставалось, как уйти с кислыми лицами. Вскоре остался только Хань Ли, и Мэн Юнгуй остановился, слегка нахмурившись при виде Хань Ли. «Я не припомню, чтобы видел тебя раньше». «Должно быть, ты новичок, верно?» Холодным голосом спросил мужчина средних лет. Действительно, я присоединился к секте совсем недавно и услышал, что скоро прибудет истинный бессмертный, чтобы выбрать себе слуг, поэтому решил прийти сюда и попытать счастье, равнодушным голосом ответил Хань Ли. «Ха. Так ты еще один идиот с завышенной самооценкой. Он, должно быть, считает себя каким-то молодым вундеркиндом». В адрес Хань Ли тут же раздался взрыв грубого смеха. Глава 192. Выбор слуг. Даже такой новичок, как ты, должен знать правила. Старший боевой брат Шэнь только что сказал тебе проваливать, так почему ты все еще здесь? Ты глухой или притворяешься? Закричал худой мужчина рядом с угрожающего вида мужчиной средних лет. Подумать только, что такой простой культиватор ранней стадии формирования ядра, как ты, осмеливается проявлять такую дерзость. Должно быть, ты хочешь умереть. Издевалась соблазнительная женщина-культиватор по другую сторону от мужчины средних лет. Хань Ли не обращал внимания на их оскорбления, оставаясь сидеть на земле, скрестив ноги. Именно в этот момент Мэн Юнгуй подошел к Хань Ли и сказал: «Неразумно противостоять этим людям только ради гордости, товарищ Даос. Учитывая их ужасный характер, истинный бессмертный все равно не выберет их». При этом он вклинился между Хань Ли и мужчиной средних лет, и к нему присоединились трое его товарищей. «Мэн Юнгуй, на твоем месте я бы не вмешивался в это дело, а не заступался за кого-то, кого даже не знаешь. Не думай, что я отступлюсь только потому, что тебе удалось достичь поздней стадии формирования ядра благодаря огромной удаче», холодным голосом пригрозил мужчина средних лет. Мэн Юнгуй ничуть не отступал, заявляя: «Шэнь Бяо, ты и Лухен всегда издевались над членами нашего клана Мэн, и я давно хотел поговорить с вами об этом. Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы уладить наше разногласие». Именно в этот момент внезапно раздался еще один голос. Какое величие и престиж! Как и ожидалось от молодого господина Мэна. Когда ты приобрел привычку совать свой нос в случайные дела, которые тебя не касаются, все обернулись и увидели красивого молодого человека, обнимавшего рукой тонкую талию женщин-культиватора. Его сопровождала свита из примерно дюжины человек, и его аура пика поздней стадии формирования ядра была в полном расцвете. Мужчина средних лет был в восторге от появления новичка. «Старший боевой брат Лу, вы наконец-то здесь», атмосфера в окрестностях тут же стала довольно напряженной, и все ученики, которые не хотели вмешиваться, поспешно отступили назад, чтобы создать некоторое пространство между собой и двумя противоборствующими группами культиваторов. Увидев это, Хань Ли спустил обреченный вздох. Он просто случайно выбрал это место, чтобы посидеть, и не думал, что это вызовет такой далеко идущий конфликт. Культиваторы, сопровождавшие Лухена,
также были на стадии формирования ядра, и с добавлением троицы Шэньбяо это был довольно грозный состав. В отличие от них, Мэн Юнгуэ поддерживали только трое его товарищей. На лицах толстяка с круглым лицом и двух других учеников появилось испуганное выражение, но, видя, что Мэн Юнгуэ все еще твердо стоит на своем, они тоже остались непоколебимы. Как раз когда эта совершенно неравная битва была готова начаться, внезапно раздался еще один голос. Какая слава в том, чтобы запугивать других численным преимуществом? Почему бы вам не взять и меня, старший боевой брат Лу, говорившим был никто иной, как Сунь Буджен, который ранее провоцировал Мэн Юнгуэ? Он тут же тоже прибыл на место ссоры, и его аура указывала на то, что он также был культиватором поздней стадии формирования ядра. Сунь Буджен, разве ты и Мэн Юнгуэ не заклятые враги? Ты тоже собираешься вмешиваться в это дело? Холодным голосом спросил Лу Хэн. Сунь Буджен нисколько не боялся, улыбаясь и отвечая: «Мы с Мэн Юнгуем ладим наши разногласия в другой раз, но пока я не могу просто стоять и смотреть, как ты издеваешься над моими собратьями из нации конца веков». Хань Ли был весьма заинтригован таким поворотом событий. Именно в этот момент рядом с его ушами через голосовую передачу раздался голос Мэн Юнгуэ. «Будьте уверены, товарищ Даос, мы сами разберемся с Лу Хэном и остальными. Вы не вмешивайтесь, чтобы не пострадать. Если вы собираетесь драться, то поторопитесь. В чем дело? Ставки принимаются». Я ставлю на Лу Хэна, чтобы посмотреть на разворачивающуюся ссору, собралась большая толпа, и обстановка становилась довольно шумной. Лу Хэн оттолкнул от себя красивую женщину, стоявшую рядом с ним, а затем поднял руку и скомандовал. Вперед! Шэньбяо и остальные тут же вызвали свои сокровища, получив эту команду, готовясь вступить в бой с Мэн Юнгуем и его группой. Мэн Юнгуй и его свита тоже ответили тем же, и две группы культиваторов уже собирались столкнуться, когда Хань Ли внезапно появился между ними во вспышке, двигаясь с такой невероятной скоростью, что это было похоже на телепортацию. Мэн Юнгуй и остальные с изумлением смотрели, как Хань Ли небрежно взмахнул рукавом в воздухе, и дюжина или около того противоборствующих культиваторов, включая Шэньбяо, были отброшены потоком невидимой силы, а затем врезались в отдаленный горный склон, прежде чем потерять сознание. Шумные зеваки мгновенно замолчали, как будто каждый из них получил удар под дых, и все они застыли на месте, глядя на происходящее с ошеломленным выражением лица. Рука Лу Хэна все еще была вытянута, и он смотрел на Хань Ли с полным недоумением. В этот момент он вообще перестал чувствовать ауру Хань Ли, как будто перед ним стоял простой смертный. Даже ученики стадии зарождающейся души у входа в долину смотрели на происходящее с ошеломленным шоком. После краткого молчания в глазах Мэн Юнгуя внезапно появилось прозрение, и он первым пришел в себя, поспешно упав на колени. Ученик Мэн Юнгуй выражает свое почтение уважаемому старейшине. Сразу же после этого все 1000 учеников в этом районе тоже один за другим опустились на колени. Лоб Лу Хэна был плотно прижат к земле, и все его тело уже было покрыто холодным потом. Хань Ли не обратил внимания на Лу Хэна, взмахнув рукавом в воздухе и выпустив легкий ветерок, который поднял Мэн Юнгуя на ноги. «Моя фамилия Ли. С этого дня ты можешь оставаться рядом со мной в качестве моего слуги». Мэн Юнгуй слегка вздрогнул, услышав это, после чего на его лице появилось восторженное выражение, но оно тут же сменилось нерешительным. «Если у тебя есть какие-то сомнения, не стесняйся выражать их», — сказал Хань Ли. На лице Мэн Юнгуя появилось слегка смущенное выражение, и он сказал: «Старейшина Ли, у меня есть младшая сестра, которой только что исполнилось 18 лет, и она недавно перешла на стадию заложения основ. Не могли бы вы принять ее в качестве своей служанки?» На лице Хань Ли появилось холодное выражение, и он сказал: «Стремление к великому Да — это жестокое и одинокое начинание. Если ты не порвешь в связи с миром смертных, ты не сможешь по-настоящему встать на этот путь». «Ты понимаешь?» Мэн Юнгуй поспешно сложил кулаки и ответил: «Я понимаю, просто моя сестра еще молода, и если я оставлю ее здесь на произвол судьбы, то боюсь, что она. Я понимаю, что прошу слишком многого. Приношу свои искренние извинения, старейшина Ли, но я не смогу служить рядом с вами». Все были совершенно озадачены, услышав это. В их глазах было просто невероятно, что кто-то упустил возможность стать слугой истинного бессмертного. Если бы кто-то мог стать слугой истинного бессмертного, то даже малейшего подарка истинного бессмертного было бы достаточно, чтобы принести ему огромную пользу на пути культивации, не говоря уже о том, насколько бесценным было бы руководство истинного бессмертного в культивации. Учитывая это, нужно было быть либо сумасшедшим, либо откровенно глупым, чтобы отказаться от такой возможности. Однако, к всеобщему удивлению, выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он услышал это, и он сказал: «Великий Да не терпит эмоциональных и сентиментальных привязанностей, но, в конце концов, мы все же люди. Сколько людей могут быть по-настоящему бессердечными и лишенными эмоций? Я приму и тебя, и твою сестру в качестве своих слуг. Кроме того, ты можешь выбрать еще 8 человек, чтобы они служили рядом со мной». Мэн Юнгуй сильно вздрогнул, словно его ударила молния, услышав это, и он смотрел на Хань Ли с недоверием в глазах.
Окружающая толпа тоже пришла в неистовство и оживленно переговаривалась между собой. Практически все тут же повернулись к Мэн Юнгу с умоляющим взглядом, как будто он был богом, который решал, жить им или умереть. Тем временем Хань Ли сел на землю, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы медитировать, похоже, действительно предоставив Мэн Юнгу полную свободу в выборе того, кого он выберет. Немного придя в себя, Мэн Юнгуй указал на человека, стоявшего прямо перед ним, и сказал «Мэн Сюн». Мэн Сюн было имя толстяка с круглым лицом, который всегда был рядом с ним, и он был так взволнован, что на его глазах уже начали наворачиваться слезы. «Мэн Сюн, иди и приведи ко мне Цинцань». Мэн Юй, Мэн Гуан, Фан Я, поручив толстяку привести свою сестру, Мэн Юнгуй назвал еще 6 имен, 2 из которых также были из клана Мэн, а остальные просто были в хороших отношениях с ним. Все те, чьи имена были названы, начали плакать от радости, направляясь к Мэн Юнгую. Только тогда Хань Ли открыл глаза и быстро взглянул на людей, которых выбрал Мэн Юнгуй. Помимо сестры Мэн Юнгуя, которой здесь еще не было, все остальные были культиваторами формирования ядра. Именно в этот момент Мэн Юнгуй подошел к определенному человеку и отдал ему последнее место. Сунь Буджен был совершенно ошеломлен, услышав свое имя из уст Мэн Юнгуя, и он повернулся к своему бывшему другу с недоумевающим выражением лица. «Я скажу тебе это еще раз, Сунь Хао, я не могу решать судьбу страны, и здесь замешано множество сложных обстоятельств. Однако я всегда считал и буду считать тебя своим другом», сказал Мэн Юнгуй, сложив кулак в приветствии. На глазах Сунь Бучена навернулись слезы, и, чтобы скрыть свое смущение, он сделал недовольное лицо и поправил: «Не называй меня Сунь Хао, я давно сменил имя на Сунь Бучен». После того, как все были выбраны, Хань Ли ничего не сказал и повел Мэн Юнгуя и остальных прямо во дворец духов Рагоза для регистрации, а за ними последовали несколько тысяч учеников, которые явно все еще не желали сдаваться. Учитывая статус и базу культивации Хань Ли, он мог бы легко выбрать десятки или даже сотни слуг, но у него не было такого намерения. Как раз когда они вышли из дворца духов Рагоза, из толпы раздался звонкий и приятный голос. Старший брат, затем молодая женщина проворно протиснулась сквозь толпу, как маленький красный воробей, оказавшись рядом с Мэн Юнгуем, прежде чем ухватиться за его руку, и за ней тут же последовал Мэн Сюн. «Старейшина ли? Это моя сестра, Мэн Цинцань». «Цинцань, вырази свое почтение старейшине ли», с немного смущенным выражением лица представил Мэн Юнгуй. Мэн Цинцань, услышав это, поспешно отпустила руку брата и низко поклонилась Хань Ли, ее большие глаза были полны любопытства. «Цинцань выражает свое почтение старейшине Ли». Хань Ли улыбнулся и кивнул в ответ, заметив, что на ее талии висит нефритовый кулон в форме полумесяца, который, казалось, был идентичен кулону Мэн Юнгуя. Глядя на Мэн Цинцань, он не мог не думать о своей младшей сестре, и в его глазах промелькнул едва заметный намек на теплоту. Это была одна из причин, почему он согласился принять их обоих в качестве своих слуг. «Возьми этот кулон огненного духа. Это не совсем бессмертное сокровище, но его можно носить, чтобы повысить скорость культивации для тех, кто использует искусство культивации огненного атрибута». Хань Ли перевернул руку, чтобы достать огненно-красный полукруглый нефритовый кулон, пока говорил, а затем протянул его Мэн Цинцань. Мэн Цинцань поначалу была весьма озадачена, но затем поспешно приняла кулон, выражая свою благодарность. Затем она повесила нефритовый кулон себе на талию рядом с кулоном в форме полумесяца, и, когда она начала идти, пара кулонов стукнулась друг о друга, издав четкий и приятный звук к большой зависти всех окружающих зевак. Глава 193. Горный зверстраж. Зарегистрировав своих слуг у старейшины во дворце духов Рагоза, Хань Ли отвел их в ближайший зал телепортации, а затем вернулся на пик Багрового рассвета. Пик Багрового рассвета был одинокой горой высотой в десятки тысяч метров. Он был расположен в довольно уединенном месте, поэтому находился довольно далеко от ближайшего зала телепортации. Еще до прибытия на гору все могли видеть, что она светится красным оттенком, и на ней не только не было снега, но и она была покрыта пышной зеленью, представляя собой яркое зрелище. Это был первый раз, когда Хань Ли видел гору, и он нашел это довольно странным, поэтому он немедленно высвободил свое духовное чувство, чтобы осмотреть гору, и сказал Мэн Юнгую и остальным: пик Багрового рассвета пустует уже очень давно, и предыдущие ограничения и формации, установленные здесь, уже пришли в упадок из-за отсутствия обслуживания. Более того, на горе есть естественный огненный миазм, который со временем будет оказывать на вас всех небольшое негативное воздействие. Возьмите эти пилюли чистого леса, и вы будете избавлены от этих негативных эффектов. Говоря это, он перевернул руку, чтобы достать белый нефритовый флакон, а затем передал его Мэн Юнгую. Мэн Юнгуй осторожно принял флакон обеими руками, а затем раздал пилюли. Все они обменивались взглядами друг с другом, держа пилюли, и, казалось, не решались их принять.
Эти пилюли чистого леса, естественно, были почти ничего не стоящими в глазах Хань Ли, но они были чрезвычайно полезны для культиваторов формирования ядра, пытающихся прорваться на стадию зарождающейся души, и казалось огромной тратой принимать их только для того, чтобы защититься от огненного миазма на горе. «Мне нужно повторить?» — спросил Хань Ли безразличным голосом. «Пожалуйста, простите нас, старейшина Ли». Мэн Юнгуй немедленно подал пример, первым проглотив свою пилюлю, и все остальные быстро последовали его примеру. Мэн Цинцань тоже собиралась принять свою пилюлю, но ее остановил Хань Ли, который сказал ей: «Ты только на стадии заложения основ, поэтому тебе не нужно принимать эту пилюлю. Этот кулон огненного духа обладает естественной способностью защищать тебя от огненного миазма». Мэн Цинцань кивнула в ответ, а затем убрала пилюлю. «С этого дня выполняйте свои законные обязанности, и я позабочусь о том, чтобы хорошо к вам относиться. А пока у меня есть другие дела, так что следуйте примеру Мэн Юнгуя и идите убираться в пещерной резиденции», — сказал Хань Ли. «Да, старейшина Ли». Мэн Юнгуй и остальные спустились на пик багрового рассвета, а Хань Ли один полетел обратно в зал телепортации. Поле выращивания зверей — это место, где содержались прирученные демонические звери до пылающего дракона, и они занимали огромную территорию. В центре полей находился дворец выращивания зверей, который руководил окружающей территорией в радиусе сотен тысяч километров. Поля были разделены на разные зоны с разной окружающей средой, такие как горы, реки, леса и болота. Такое разнообразие сред не возникло естественным образом. Вместо этого большинство из них было искусственно создано до пылающего дракона, и каждая зона была окутана ограничениями разных размеров. Даже днем светящиеся ограничения разных цветов были хорошо видны, и в разных зонах содержалось разное количество духовных зверей. За полями выращивания зверей наблюдали специальные культиваторы-укротители зверей, и большинство духовных зверей, содержащихся в секте, обладали определенными полезными способностями, такими как способность действовать в качестве скакунов, охранять пещерные резиденции, выслеживать врагов, исследовать опасные регионы и даже помогать своим владельцам в бою. Именно по этой причине многие ученики секты предпочитали арендовать одного из этих духовных зверей перед выполнением миссий, но только прямые ученики и старейшины внутренней секты имели право на постоянное владение этими духовными зверями. Рядом с долиной, в которой находились поля выращивания зверей, был зал телепортации, и в этот момент в здание входило и выходило много людей, представляя собой оживленное и шумное зрелище. Выйдя из зала телепортации, Хань Ли быстро осмотрелся, а затем направился в долину. Первое, что он увидел в долине, была просторная площадь, с одной стороны которой стояло несколько высоких зданий. Среди них был большой дворец, на котором висела табличка с надписью «Поле выращивания зверей». Как только Хань Ли ступил в долину, его тут же встретил молодой человек в серой мантии. «Приветствую вас, старший боевой брат. Вы пришли арендовать духовного зверя?» У мужчины было круглое лицо и большие уши, а также пара ярких глаз, что придавало ему умный вид. Хань Ли перевернул руку, чтобы показать молодому человеку свой значок старейшины, и тот поспешно извинился. «Мои извинения, старейшина». Хань Ли отмахнулся от него и сказал: «Я только недавно присоединился к секте и пришел сюда, чтобы выбрать зверохранителя горы для своей пещерной резиденции». Согласно правилам секты, старейшины внутренней секты, впервые заявляющие о своем праве на духовного зверя, могут сделать это бесплатно. Однако я должен сначала проверить вашу личность. «Пожалуйста, простите за мою просьбу, старейшина», — сказал молодой человек, извинившись. Хань Ли не ответил ни слова и передал молодому человеку свой значок старейшины, который еще раз извинился, а затем перевернул руку, чтобы достать лазурную нефритовую табличку, которую он прижал к значку старейшины Хань Ли, быстро читая заклинание. На поверхности нефритовой таблички появился всплеск лазурного света, образуя световой барьер размером примерно с умывальник. «Спасибо за ваше терпение, старейшина Ли. Пожалуйста, пойдемте со мной, чтобы выбрать духовного зверя из полей выращивания зверей». Молодой человек с уважением вернул Хань Ли его значок, а затем повел его к полям. Учитывая, насколько огромно это место, потребуется целая вечность, чтобы осмотреть все зоны одну за другой. «Есть ли другой способ осмотреть духовных зверей здесь?» — спросил Хань Ли. «Есть. Пожалуйста, пойдемте со мной, старейшина Ли», — тут же ответил молодой человек, а затем повел Хань Ли в большой дворец. В этот момент во дворце было много людей, желающих арендовать духовных зверей, поэтому было довольно шумно. Молодой человек отвел Хань Ли в тихую комнату, а затем достал пару нефритовых книг. Поле выращивания зверей делится на внешнее и внутреннее поле, в первых из которых содержится более 16 300 видов духовных зверей, а во вторых — более 1800 видов. Все они записаны в этих двух нефритовых книгах, объяснил молодой человек. Хань Ли принял нефритовые книги у молодого человека, а затем влил в них свое духовное чувство. Конечно, здесь был огромный выбор духовных зверей, каждый из которых обладал своими уникальными чертами, что в полной мере демонстрировало чудеса природы.
Хань Ли изначально планировал потратить на выбор духовного зверя совсем немного времени, но чем больше он видел, тем больше он был заинтригован, и только после того, как он просмотрел почти весь каталог духовных зверей в полях выращивания зверей, он наконец-то вывел свое духовное чувство из пары нефритовых книг. Молодой человек с круглым лицом все это время терпеливо оставался рядом с Хань Ли, и он спросил: «Вы выбрали каких-нибудь кандидатов, старейшина ли? Есть несколько духовных зверей, которые меня интересуют». «Давайте отправимся во внутреннее поле», — кивнул Хань Ли в ответ, возвращая пару нефритовых книг молодому человеку с круглым лицом. Согласно каталогу, в полях выращивания зверей было всего около 40 видов духовных зверей стадии интеграции тела. Это не было сюрпризом, учитывая, что чем могущественнее был духовный зверь, тем труднее его было приручить. Для него духовный зверь стадии интеграции тела не был чем-то особенно полезным, поэтому он пришел сюда только для того, чтобы расширить свой кругозор, и потому, что не было причин отказываться от того, что ему давали бесплатно. Скорее всего, были некоторые зоны полей выращивания зверей, к которым он не имел доступа, учитывая его нынешний статус, и, возможно, в этих зонах могли даже обитать демонические звери стадии Великого Вознесения или Истинного Бессмертного. Прошло совсем немного времени, прежде чем Хань Ли и молодой человек оказались перед золотой пустыней радиусом около 500 километров, и вся пустыня была окутана огромным лазурным световым барьером. Молодой человек вызвал лазурный нефритовый значок, которым он взмахнул в воздухе, чтобы высвободить всплеск лазурного света. Через некоторое время раздался четкий крик, и торнадо высотой в несколько километров поднялся прямо в небеса, быстро приближаясь к паре Хань Ли. Сразу после этого из торнадо вылетела гигантская птица с золотыми крыльями размером от 210 до 240 метров, хлопая крыльями, кружила в воздухе, посылая во все стороны яростные порывы ветра. Этот золотокрылый сокол лазурного света находится на средней стадии интеграции тела и обладает частичкой родословной истинного духа великого золотокрылого сокола, что дает ему чрезвычайно впечатляющую скорость, представил молодой человек. Хань Ли кивнул в ответ, а затем еще немного понаблюдал за птицей, прежде чем направиться к соседней долине. В этой зоне находился огромный носорог, похожий на духовного зверя, тело которого было полностью белым и полупрозрачным, как нефрит. Он двигался медленными, тяжелыми шагами, и с каждым шагом, который он делал, по всей долине разносился чрезвычайно тяжелый глухой звук. Это лунный нефритовый носорог. Он обладает силой средней стадии интеграции тела и владеет различными способностями земляного атрибута, представил молодой человек. После некоторого времени наблюдения за носорогом Хань Ли направился к каньону, где обитал еще один духовный зверь. Это было существо, похожее на грифона, длиной от 60 до 90 метров и высотой около 20 метров. Все его львиное тело было покрыто густым мехом, но его ноги заканчивались острыми орлиными когтями. Самым примечательным в этом существе было то, что у него было две головы, одна из которых была фиолетовой, а другая — красной, и обе они угрожающе рычали. Этот двуглавый грифон находится только на ранней стадии интеграции тела, но он обладает силами двух разных атрибутов, а именно молнии и огня, представил молодой человек. Хань Ли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица, а затем решил: «Я возьму этого». Отличный выбор, старейшина Ли. Этот двуглавый грифон сейчас не так уж силен, но у него самый большой потенциал из всех духовных зверей стадии интеграции тела, которые есть здесь, сказал молодой человек с улыбкой. Хань Ли тоже улыбнулся в ответ, не дав ответа. Это связанный значок двуглавого грифона. Вам не понадобится значок, чтобы контролировать этого зверя, но если вы собираетесь отдать его своим слугам, то лучше быть осторожным. Этот духовный зверь уже приручен, но все еще есть шанс, что он может стать буйным, сказал молодой человек, переворачивая руку, чтобы достать темно-фиолетовый нефритовый значок, который он передал Хань Ли. На поверхности значка был слой багрового света, на котором было изображение миниатюрного двуглавого грифона, который время от времени двигался, как будто это было живое существо. Двуглавый грифон издал низкий рев, пристально глядя на темно-фиолетовый значок. Прямо в этот момент у входа в каньон внезапно раздался голос. Этот грифон выглядит неплохо, старший боевой брат Е. Сразу после этого в эту зону спустилась группа из 7-8 человек. Помимо квадратного лица ученика внешней секты полей выращивания зверей, все остальные в группе, по-видимому, были учениками внутренней секты. Их возглавлял высокий темнокожий молодой человек, который казался довольно худым и хрупким, но в его глазах был острый и пронзительный блеск, и он был единственным культиватором стадии Великого Вознесения в группе. Человеком, который только что заговорил, был мужчина с фиолетовыми волосами, сопровождавший темнокожего молодого человека, и на его лице было подобострастное выражение. Глаза темнокожего молодого человека тоже загорелись при виде двуглавого грифона, и он кивнул, заметив: «У этого зверя есть родословная молния, так что он мне очень подходит. Я его возьму». Глава 194. Повторное появление ауры. Культиватор с квадратным лицом, работающий на полях выращивания зверей, как раз собирался что-то сказать, когда краем глаза заметил нефритовый значок в руке Хань Ли, и улыбка на его лице мгновенно застыла.
Он нерешительно взглянул на Хань Ли, а затем сказал: «Старший боевой брат Е, похоже, этого двуглавого грифона уже арендовал этот старший боевой брат. Не хотите ли взглянуть на других духовных зверей?» Темнокожий молодой человек слегка нахмурился и повернулся к Хань Ли с легким замешательством в глазах. Он обнаружил, что даже с его духовным чувством аура Хань Ли была для него совершенно незаметна. Молодой человек взглянул на нефритовый значок в руке Хань Ли, а затем перевел взгляд на мужчину с фиолетовыми волосами рядом с ним. Тот немедленно шагнул вперед, сложив кулак в приветствии, и сказал: «Не припоминаю, чтобы видел вас раньше, товарищ Даос. Могу я узнать, чьим учеником вы являетесь? Кто я такой, вас не касается. Я выбрал этого двуглавого грифона первым, поэтому предлагаю вам выбрать другого духовного зверя», равнодушным голосом ответил Хань Ли. Затем он повернулся к молодому человеку с круглым лицом, не обращая больше внимания на мужчину с фиолетовыми волосами, и сказал: «У меня еще есть дела, так что снимите ограничения и освободите зверя». Молодой человек с круглым лицом нерешительно взглянул на темнокожего молодого человека и его свиту, но в конце концов все же сделал то, что ему сказали, перевернув руку, чтобы достать ту самую лазурную нефритовую табличку. Выражение лица темнокожего молодого человека мгновенно слегка омрачилось, увидев это, а мужчина с фиолетовыми волосами тут же вспыхнул от гнева. «Как ты смеешь? Ты знаешь, кто такой старший боевой брат Ефен? Как ты смеешь так с ним разговаривать? Если ты знаешь, что для тебя хорошо, то немедленно отдашь этого двуглавого грифона, и мы дадим тебе двойную арендную плату в качестве компенсации. В противном случае что?» Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, когда он высвободил свою ауру, мгновенно заставив мужчину с фиолетовыми волосами задохнуться на полуслове. Все это время он скрывал свою собственную ауру, чтобы не привлекать внимания. В конце концов, новый истинный бессмертный обязательно привлечет к себе много внимания, но, похоже, сокрытие ауры не всегда было лучшей политикой, чтобы избежать неприятностей. Подумав об этом, Хань Ли сделал шаг вперед. Из его тела вырвался поток ужасающего духовного давления, заставляя окружающее пространство дрожать, а по воздуху прокатились волны, видимые даже невооруженным глазом. Насмешливые ухмылки на лицах группы культиваторов стадии интеграции тела мгновенно сменились шоком и ужасом, и они были отброшены вспышкой огромного духовного давления, не в силах найти опору даже после того, как отшатнулись на более чем 30 метров. От тела мужчины с фиолетовыми волосами вспыхнул желтый свет, когда он вызвал желтый нефритовый скипетр, который сотворил вокруг него желтый световой барьер, но даже при этом он все равно был вынужден отшатнуться на довольно большое расстояние, прежде чем, наконец, смог устоять на ногах. Единственным, кто смог остаться неподвижным под напором ауры Хань Ли, был темнокожий молодой человек. В этот момент по всему его телу вспыхивали дуги серебряной молнии, придавая ему вид божества молнии, но, несмотря на это, его лицо все же слегка побледнело. Хань Ли специально контролировал вспышку духовного давления, чтобы она не затронула никого, кроме темнокожего молодого человека и его свиты. Однако двуглавый грифон был чрезвычайно чувствителен к аурам, и в его глазах мгновенно появилось выражение благоговения и почтения, когда он спустился с неба, а затем распластался на земле, дрожа от страха. Прямо в этот момент в глазах Хань Ли промелькнул едва заметный проблеск радости, когда он повернул свой взгляд на темнокожего молодого человека. Это было очень слабо, но мужчина нес в себе след ауры Даоса Се. Хань Ли сделал глубокий вдох, и его выражение лица мгновенно вернулось в норму, а вспышка огромного духовного давления также утихла. Группа культиваторов в стадии интеграции тела, наконец, смогла устоять на ногах, но в их глазах все еще был заметен страх. Мужчина с фиолетовыми волосами сильно потел, проклиная себя. В прошлом он всегда мог издеваться над другими благодаря своей связи с Ефеном, но на этот раз он действительно выбрал не ту цель. Серебряная молния вокруг тела темнокожего молодого человека утихла, и он стоял молча, казалось, слегка растерявшись. Он был довольно сильным культиватором, но знал свои пределы и понимал, что не сможет противостоять истинному бессмертному. Мгновенно воцарилась напряженная тишина, но вскоре ее нарушил Хань Ли, который повернулся к молодому человеку с круглым лицом и спросил: «Кто он?» «Я еще не встречал такого высокомерного ученика. Это Ефен, ученик старейшины Мосе из Дворца Бессмертного Происхождения. Он уже достиг вершины стадии Великого Вознесения, и я слышал, что он планирует вскоре пройти испытание Вознесения, что делает его чрезвычайно выдающейся фигурой среди учеников внутренней секты», объяснил молодой человек с круглым лицом. «Понятно, неудивительно, что ты расхаживаешь здесь, как будто это твое владение. Ты хочешь этого двуглавого грифона, верно?» — спросил Хань Ли с непринужденной улыбкой. К этому моменту Ефен уже натянул улыбку, сложив кулак в приветствии, сказал: «Видя, что вы выбрали его первым, он, естественно, принадлежит вам, старейшина Ли. Пожалуйста, простите меня за грубость, которую я проявил ранее. Ты совершенствуешь техники молниеносного атрибута, а этот двуглавый грифон обладает довольно мощной родословной молнией, так что неудивительно, что ты его хочешь. Несмотря на то, что я старейшина, я не из тех, кто издевается над теми, кто ниже меня.
Как насчет этого? Я буду стоять здесь и приму одну из твоих атак, не используя никаких сокровищ. Если ты сможешь заставить меня сдвинуться с этого места хотя бы на шаг, то я уступлю тебе этого двуглавого грифона. Что скажешь? Предложил Хань Ли с улыбкой. Услышав это, Е Фэн слегка замялся, не понимая, почему Хань Ли вдруг протягивает ему оливковую ветвь. Однако он быстро пришел к выводу, что это должно быть связано с тем, что молодой человек с круглым лицом только что сообщил Хань Ли, что он ученик старейшины Мосе. Старейшина Мосе был чрезвычайно известен среди учеников внутренней секты. Он уже достиг поздней стадии истинного бессмертного и руководил дворцом бессмертного происхождения. Тот факт, что Хань Ли был старейшиной помощником, указывал на то, что он, скорее всего, странствующий бессмертный, который только что присоединился к секте, поэтому у него не было покровителей, на которых он мог бы положиться, и было логично, что он не смел оскорблять старейшину Мосе. Подумав об этом, уверенность Е Фэна мгновенно вернулась, и на его лице появилась теплая улыбка, когда он сложил кулак в приветствии Хань Ли. Было бы грубо с моей стороны отклонить такое любезное предложение, так что, пожалуйста, простите меня, старейшина Ли. Он был абсолютно уверен в своей атакующей мощи даже перед лицом истинного бессмертного. Услышав этот разговор, все остальные немедленно отступили назад, создав большую открытую площадку для двух бойцов. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы высвободить несколько десятков полос желтого света, которые приземлились в окружающем пространстве, образуя массивный полупрозрачный желтый световой барьер вокруг него и Е Фэна. Сразу же после этого Е Фэн издал протяжный рев, делая ручную печать, и над его телом появились толстые серебряные молнии под аккомпанемент раскатов грома. В следующее мгновение он открыл рот, из его рта вылетела серебряная бусинка размером с большой палец. Несмотря на свой небольшой размер, бусина испускала поразительные колебания духовной силы и сверкала серебряной молнией, паря над его головой. Затем он поднял руки в воздух, и все серебряные молнии, сверкающие над его телом, сошлись к бусине, заставляя ее быстро вращаться, создавая гигантский шар серебряной молнии размером более 300 метров. Шар молнии напоминал ослепительное серебряное солнце и испускал чрезвычайно грозное давление молнии. Даже сквозь желтый световой барьер мужчина с фиолетовыми волосами и остальные все еще ощущали ужасающее давление, исходящее от шара молнии, что заставило их отступить еще на несколько шагов с благоговейным выражением лица. Двуглавый грифон был отделен от Хань Ли и Е Фэна двумя световыми барьерами, но даже при этом он начал рычать от беспокойства. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но его сердце слегка дрогнуло при виде серебряного шара молнии. Внезапно над телом Хань Ли тоже начали сверкать бесчисленные дуги серебряной молнии, и они не были такими яркими, как серебряная молния, выпущенная Е Фэном, но они были чрезвычайно быстрыми и подвижными, напоминая бесчисленных духовных змей, которые извивались во всех направлениях. Сразу же после этого над телом Хань Ли появились бесчисленные дуги фиолетовой молнии, испускающие дикую и яростную ауру. Ауры, исходящие от серебряной и фиолетовой молний, были совершенно разными, что ясно указывало на то, что это два разных вида молнии, но они переплетались друг с другом чрезвычайно гармонично. Мало того, что они нисколько не отталкивали друг друга, они демонстрировали признаки слияния в одно целое. Кольца серебряной и фиолетовой молнии распространялись во всех направлениях от тела Хань Ли, представляя собой грозное зрелище. Выражение лица Е Фэна мгновенно слегка изменилось, услышав это. Он не ожидал, что Хань Ли также будет искусен во владении силой молнии, и, похоже, управление молнией Хань Ли было более искусным, чем его собственное. Его сердце слегка сжалось, когда на его лице появилось мрачное выражение, и он издал громкий рев, когда над его телом появился еще один слой серебряной молнии, прежде чем хлынуть в шар молнии над его головой, заставляя его еще больше увеличиться в размерах. Сразу же после этого Е Фэн взмахнул руками в воздухе, посылая массивный шар серебряной молнии прямо в Хань Ли. Гигантский шар молнии достиг Хань Ли в мгновение ока, обрушившись с разрушительной силой, подобно метеориту, посылая мощные ударные волны, проносящиеся по воздуху. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным и собранным, когда он сделал хватательное движение левой рукой. Серебряная и фиолетовая молнии вокруг его тела сошлись к его руке, образуя огромный меч молнии длиной более 300 метров. Затем на поверхности лезвия появились бесчисленные крошечные серебряные и фиолетовые руны молнии, которые непрерывно пульсировали и мигали. Взмахом руки меч молнии сделал рубящее движение в воздухе, чтобы столкнуться с шаром молнии под аккомпанемент оглушительного грохота. Два противоборствующих тела молнии переплелись, посылая разрушительные ударные волны, прокатившиеся по окрестностям, но сдерживаемые желтым световым барьером. Мгновенно наступило противостояние, и казалось, что меч молнии и шар молнии равны по силе. Е Фэн вздрогнул от сильного удара, и только отшатнувшись на несколько шагов, он смог устоять на ногах. Тем временем правая рука Хань Ли все еще была заложена за спину, и он выглядел, как всегда, расслабленным. Выражение лица Е Фэна еще больше помрачнело, увидев это, и он сделал быструю серию ручных печатей, прежде чем открыть рот, чтобы высвободить поток жидкого серебряного света, который в одно мгновение исчез в шаре молнии.
Гигантский шар молнии яростно закрутился, светясь мерцающим сиянием, из него вылетело около дюжины огромных серебряных рун молнии. Каждая из этих рун молнии была размером примерно с мельничный жернов, и они испускали слабые колебания закона, когда устремились прямо к гигантскому мечу молнии. С каждой руной, которая ударяла по мечу молнии, последний сильно вздрагивал, а свет, исходящий от его поверхности, немного тускнел. После того, как по нему подряд ударило около дюжины рун молнии, массивный меч молнии значительно потускнел, но Хань Ли не обратил на это внимания. Вместо этого он рассеянно смотрел на серебряный шар молнии. Глава 195. Открытие огненной жилы. Ефэн, стиснув зубы, продолжал делать быструю серию ручных печатей, прежде чем выпустить еще 2 потока серебряного света, которые хлынули в шар молнии. Дуги молнии проносились по поверхности шара, который еще больше увеличился в размерах, излучая ослепительный серебряный свет и постепенно подавляя гигантский меч молнии. Из шара молнии вырывались толстые серебряные молнии, подобно массивным дьявольским когтям, жаждущим разорвать Хань Ли на куски. Именно в этот момент глаза Хань Ли внезапно загорелись, и казалось, что он только что очнулся. Пальцы его левой руки последовательно двигались, и гигантский меч молнии мгновенно начал излучать ослепительную серебряную и фиолетовую молнию, издавая при этом громкий раскатистый звук. В мгновение эко меч молнии увеличился примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, и он не только смог удержать гигантский шар молнии, но и мгновенно одержал верх. Выражение лица Ефэна резко изменилось, увидев это, но прежде чем он успел что-либо сделать, огромный меч молнии снова загорелся, а руны молнии на его поверхности резко увеличились в размерах. В результате полупрозрачный меч молнии мгновенно приобрел гораздо более существенный вид и начал излучать невероятно острую ауру, обрушиваясь с разрушительной силой. Серебряный шар молнии был с легкостью разрезан на 2 части мечом молнии, открывая серебряную бусину внутри, которая испускала ослепительное сияние. Меч молнии с безошибочной точностью ударил по бусине, рассеивая молнию вокруг нее, и бусина мгновенно отлетела назад, а духовный свет, излучаемый ее поверхностью, значительно потускнел и явно поврежденный ударом. Ефэн тут же изверг небольшой глоток крови, а гигантский шар молнии взорвался бесчисленными дугами серебряной молнии, которые вырвались во всех направлениях, образуя море серебряной молнии радиусом в несколько сотен метров. Чего никто не заметил, так это того, что с земли незаметно поднялась почти прозрачная полоска серебряного света, прежде чем исчезнуть в теле Ефэна. Меч молнии не остановился ни на мгновение, продолжая обрушиваться на голову Ефэна, и на его лице появилось испуганное выражение, когда он попытался сопротивляться, но все окружающее пространство было полностью окутано ужасающим давлением, испускаемым гигантским мечом, что сделало его неподвижным. Однако меч молнии резко остановился примерно в 30 сантиметрах над его головой и продолжал сверкать молниями. Ефэн пристально смотрел на меч молнии, нервно сглатывая, не решаясь пошевелить ни единым мускулом. В следующее мгновение гигантский меч молнии распался на бесчисленные дуги серебряной и фиолетовой молнии, которые вернулись в тело Хань Ли. «Похоже, тебе еще есть куда расти», — равнодушным голосом заметил Хань Ли, а затем сделал ручную печать, чтобы развеять окружающий желтый световой барьер. «Ваши силы поистине поразительны, старейшина Ли». «Я признаю свое поражение», — сказал Ефэн с мрачным выражением лица, а затем притянул к себе серебряную бусину, прежде чем быстро удалиться. Мужчина с фиолетовыми волосами и остальные поспешно последовали за ним, а культиватор с квадратным лицом с полей выращивания зверей также откланялся. Тем временем Хань Ли наблюдал за их удаляющимися фигурами с задумчивым выражением глаз. К этому моменту молодой человек с круглым лицом уже снял ограничение вокруг вольера двуглавого грифона, и существо направилось к Хань Ли, прежде чем присесть на корточки в чрезвычайно послушной и робкой манере. Хань Ли похлопал зверя по шее, и на его лице появилась слабая улыбка, а затем взмахом рукава он высвободил поток лазурного света, который окутал все тело гигантского зверя. Огромный двуглавый грифон быстро уменьшился до шара духовного света, а затем в одно мгновение исчез в сумке для духовных зверей, висящей у него на поясе. «Пожалуйста, простите меня за то, что я даю непрошенные советы, старейшина Ли, но учитель Ефэна, старейшина Мосе, это истинный бессмертный, который достиг силы законов, и говорят, что в прошлом он даже баллотировался на пост заместителя лорда Даа, так что будьте осторожны», — тихо предупредил молодой человек с круглым лицом. Хань Ли помолчал, а затем спросил: «Что еще ты знаешь об этом Ефэне? Я только недавно присоединился к Даа Пылающего Дракона, поэтому я не так много знаю о старшем боевом брате Ефэне. Однако я слышал, что раньше у него были очень посредственные способности, и он был всего лишь обычным учеником внутренней секты, который ничем не выделялся. Однако за последние 3 года ему каким-то образом удалось достичь набора чрезвычайно мощных способностей молниеносного атрибута, и в результате его база культивации быстро прогрессировала. Только тогда он попался на глаза старейшине Мосе, и в настоящее время он является одной из выдающихся фигур среди всех учеников внутренней секты. Его взлет был довольно стремительным, так что его история известна почти всем в Даа Пылающего Дракона, ответил молодой человек с круглым лицом. «Понятно», — кивнул Хань Ли,
и было неясно, о чем он думает. Молодой человек с круглым лицом молча стоял в стороне, не решаясь его прервать. Вскоре Хань Ли пришел в себя, а затем вызвал белый нефритовый флакон, который бросил молодому человеку с круглым лицом, сказав: «Ты сопровождал меня целый день, так что можешь взять эти пилюли в благодарность за твои старания». Молодой человек с круглым лицом поспешно поймал нефритовый флакон, а затем снял пробку, после чего в его глазах тут же появилось восторженное выражение. «Спасибо, старейшина Ли». Тем временем Хань Ли уже улетел вдаль полосой лазурного света. Полдня спустя. Полоса лазурного света вылетела издали, приземлившись на вершину пика багрового рассвета, прежде чем исчезнуть, открывая Хань Ли. Вершина горы была довольно просторной, с двором площадью около 4 гектаров, расположенным прямо у склона горы. Внутри двора находились всевозможные старинные здания и мосты, окутанные облаками и туманом, что придавало всему этому месту вид резиденции бессмертных. На склоне горы, непосредственно примыкающем к двору, находилась пара плотно закрытых каменных дверей, которые, по-видимому, использовались для уединения. Слева от двора было совершенно пустое поле для выращивания духовных растений. Казалось, что после смерти старейшины, который раньше жил здесь, духовные растения, растущие на поле, были собраны сектой, а само поле с тех пор оставалось совершенно неухоженным. В этот момент Мэн Юнбуй и остальные занимались уборкой двора и поля для выращивания духовных растений, и, увидев возвращение Хань Ли, они поспешно прекратили то, что делали, прежде чем собраться вокруг него. Старейшина Ли, Хань Ли слегка кивнул им, а затем передал темно-фиолетовый нефритовый значок и сумку для духовных зверей на своей талии Мэн Юнбую. Затем он поручил им создать пещеру на полпути вверх по горе для проживания двуглавого грифона, прежде чем отправиться на прогулку по пику багрового рассвета. Здесь он собирался жить с этого момента, поэтому, естественно, он должен был тщательно осмотреть это место. Вскоре Хань Ли прибыл к подножию пика багрового рассвета, и чем ближе он подходил к земле, тем плотнее становился окружающий огненный миазм и тем выше поднималась температура воздуха. Теперь, когда он достиг земли, он мог чувствовать, как из-под земли поднимается палящая аура, испуская волны знойной жары. В его глазах появилось выражение радости и интриги, увидев это. Осматривая свиток чернильного духа, он определил по рельефу горы и состоянию пика багрового рассвета, что здесь, по-видимому, была сильная огненная жила, и именно поэтому он выбрал эту гору. Как оказалось, он был прав, и, судя по тому, что он видел в данный момент, огненная жила здесь была даже мощнее, чем он ожидал. Внезапно в его глазах появилось удивление, когда он повернулся налево, а затем полетел в этом направлении, оказавшись перед водопадом всего через несколько секунд. Водопад напоминал массивный кусок серебряной ткани, который падал с небес под громкий раскатистый звук, посылая во все стороны водяную пыль, ударяясь о пруд внизу. На лице Хань Ли появилось торжественное выражение, когда он устремил свой взгляд вперед, и он поднял палец, чтобы выпустить серебряную молнию толщиной с руку взрослого человека, которая устремилась прямо к водопаду. Как только серебряная молния ударила по водопаду, она мгновенно исчезла без следа. Увидев это, на лице Хань Ли появилась самодовольная улыбка. Этот водопад был сотворен иллюзорным ограничением, которое обладало способностью скрываться от обнаружения духовным чувством. До этого он осмотрел весь пик багрового рассвета своим духовным чувством, но все же не заметил это место. Однако ограничение было немного повреждено, поэтому эффект сокрытия был нарушен, и Хань Ли просто оказался поблизости. В противном случае он, скорее всего, все еще не смог бы раскрыть секрет этого места. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, когда он всмотрелся в водопад, и на его лице появилось задумчивое выражение. Спустя несколько мгновений над его телом вспыхнул лазурный свет, когда он полетел прямо в водопад, исчезнув в одно мгновение, как та самая серебряная молния до этого. Пространство возле водопада немедленно начало рябить, изнутри раздалась череда раскатистых взрывов, когда из ряби вырвались вспышки света разных цветов, прежде чем разлететься во всех направлениях. Окружающее пространство начало искажаться все сильнее и сильнее, а свет, вылетающий изнутри, становился все ярче и ярче. Примерно через час раздался оглушительный взрыв, когда водопад резко вздрогнул, а затем разбился, как зеркало. Хань Ли снова появился в воздухе, и его лицо было слегка бледным, что ясно указывало на то, что разрушить это ограничение было непростой задачей даже для него. Приняв пилюлю, он устремил свой взгляд на то место, где раньше был водопад, и его взору предстала небольшая долина, в которой земля и камни были багрового цвета. Из долины исходила палящая аура, а изнутри поднимался безграничный багровый огненный миазм. Казалось, это был источник огненного миазма, который окутывал весь пик багрового рассвета. Хань Ли влетел в долину, оказавшись прямо в ее самой глубокой части. Здесь температура была еще выше, а окружающий воздух искривлялся и мерцал от палящего жара. В самой глубокой части долины находилась огромная огненно-красная пещера высотой 24 метра. Стены пещеры были красновато-черного цвета, и изнутри поднимались волны палящего жара, а также огненный миазм, напоминающий густой дым. Из пещеры также доносились глухие раскаты,
и глаза Хань Ли тут же загорелись, увидев это, когда он полетел прямо в пещеру. Внутри пещеры находился длинный проход, уходящий под землю, и изнутри дул порывистый палящий ветер. На стене также были трещины, из которых сочился густой красный огненный миазм, который с ветром выносился из пещеры. Весь проход был наполнен невероятно знойным жаром, и обычный культиватор тут же превратился бы в пепел, но такое количество тепла не представляло никакой угрозы для Хань Ли, и он продолжил свой путь. В то же время он поднял руку, чтобы выпустить шар серебряного пламени, который превратился в его сущность огненного ворона. Как только огненный ворон появился, он тут же устремил свой взгляд вглубь пещеры с волнением в глазах, а затем расправил крылья и полетел вперед. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, когда он неторопливо последовал за огненным вороном. Главной причиной, по которой он выбрал пик Багрового рассвета в качестве места для своей пещерной резиденции, был его сущность огненного ворона. Огненный ворон в настоящее время был далек от пика своей силы, и у него не было возможности восстановиться. Во время своих путешествий Хань Ли не мог помочь ему в выздоровлении, и теперь, когда у него появилось относительно стабильное место для проживания, он, естественно, должен был рассмотреть способы помочь огненному ворону восстановиться. Мо Гуан ранее упоминал, что пламя сущности чрезвычайно известно даже в царстве бессмертных, поэтому он был уверен, что огненный ворон окажет ему большую помощь, как только полностью восстановится. Как только он прибыл в горный хребет колокольного звона, он уже обнаружил, что здесь есть несколько богатых подземных огненных жил. Пик Багрового рассвета был очень уединенным местом, поэтому огненная жила здесь, скорее всего, была лишь ответвлением огромных огненных жил в горном хребте колокольного звона. Но, если он был готов вложить достаточно времени, сущность огненного ворона, в конце концов, должен был полностью восстановиться. Ну что, друзья, вот такие дела. Эти 5 глав просто огонь. Особенно выбор слуг. Хань Ли мог взять кого угодно сильного, но выбрал того, кто заступился за незнакомца. Характер важнее силы. А когда Мэн Юнгуй последним берет своего врага, это уровень. Теперь самое интересное. У Хань Ли есть идеальная база с огненной жилой для культивации. Он собирается восстанавливать сущность огненного ворона, и это может занять месяцы. Но момент с Ефеном и следом Даоса Се в его ауре — это же не случайность. Та самая марионетка, что исчезла, значит, его прошлое уже здесь, в секте. Вопрос простой. Успеет Хань Ли подготовиться, или прошлое найдет его первым? Готовлю следующие главы. Увидимся. Obliterate them!